все, сдох. Че-то машина это решила все-таки мозги сделать, да? Бесценный экземпляр, наверное, получился. Видишь, у тебя там что-то дымится. Все, прилетели в Челябинск. Не первый раз. Только что были в Питере, +8. Здесь уже зима, походу. Будем подключать двигатели, как обычно. Две машины. Одна посложнее, одна попроще. Но об этом поподробнее уже когда приедем на место. Так. Это которая была подключена? Кемерово, мы все разбирали. Понял. Вид у нее, конечно, сейчас шикарный. Их обычно так и покупают. Ну, коробку с машины и сразу все комплектно выдирают. Еще часто не разрешают сиденье, типа, забирать, типа, вместе с сиденьем продают. Да. Да, типа, целиком. Да? Он говорит, покупай сиденье. Да. Ну да. Охренеть, блин, жесть. Ну вот, Педаль сразу взяли. У нас одна стоит старого образца, одна рестайлинговая. Ну, какая там нужна будет? Там кнопка эта, которая... ну здесь, да, все огонь, как положено, в кронштейнах. Так, ну, в принципе, отлично. Коробка там тоже родная. Так, ладно, что тогда, сейчас переоденемся и... И потом, Миш, посмотри, там тоже все есть. Нету, который, знаешь, с кабины на питание кабины. Питание кабины. Он только себе остался. Я вижу, да, он этот, когда я подключаю 13-й моторы, то есть я его, ну, разматываю и прокладываю по этим, ну, по трубкам, по воздушным туда, к аккумулятору. 15 тысяч – это нормальная стоимость в среднем для, ну, жгута целиком. Я буду выплетать провод весь, который идет на фишку, и его прокладывать, ну, потому что он тут есть. Поэтому так сделаем. Ну, давай. Интересно, да, сделано. Мы удивились, как вообще доехали они, пока не замкнулось. И преобразователь здесь стоял, где дворники. Это вроде от Интера, эти колодки, эти провода от Фреда. Фредовские провода, конечно, хорошие, но это, ну, я так не делаю. Лучше все внутри расположить, как бы надежнее. Ну и даже первые машины я подключал, когда я не использовал такие реле, я использовал герметичные, ну, в герметичном корпусе. Ну, Тогда, сделаем, ну, короче, да. Ну, в любом случае будем делать как этот, что-то близко к штатной схеме. Конечно, не прям как вот штатная, но это будет где-то вот в районе того. Будет также с штатных мест питания браться. И как это предполагала Volvo. Я тогда сейчас все там подрежу, подготовлю. Короче, да, начну этот укладывать, все это дело. Мы в Челябинской области, в Мясе. Сегодня будем подключать двигатели D13 и коробку iShift. Здесь у нас Volvo. После полного восстановления все, как говорится, приведено в максимально надлежащий вид. Осталось дело за электрикой. Нужно подключить двигатель и коробку и все адаптировать. Ребята очень постарались, я смотрю. Машина, да, выглядит очень достойно. Как с завода, наверное. Ну да. Но они ее разбирали полностью до рамы. Очень много труда сюда вложено. Это, короче, бесценный экземпляр, наверное, получился. Все восстановили, даже наклейки. Моя прелесть или что, как ты хочешь? Да. Все. 100-500 скруток, блин. Ну ладно, это нам все не важно. Это будет прикольно видео. Единственное, что я вот эту тракторную изоленту вот просто меня аж это... Ну вот это, ну понятное дело, что это все переделать надо. Ну потому что здесь, как это называется, скрутка на скрутке. Ну то есть можно было сделать как бы чуть это поблагороднее. Может, надо было... Но это, мы сейчас говорим не про ребят, это где-то подключали. Нам это просто надо переделать. Так, ну, как бы видно, просто делали электрики, но особо сильно не заморачивались, короче. То есть задача была, чтобы она просто запускалась и уехала. Подожди, так он уже подключенный? Да, он подключен, запускается, все работает. Просто нужно переделать. А, да ладно. Да, делается для того, чтобы потом не мучиться с поиском проводов, куда они идут. Откуда, зачем. Аккуратно все сейчас разберем, потом быстро все найду. Здесь, кстати, все восстановлено. Кондей, я смотрю, восстановили все трубки. Еще так проложено. Все интересно. Нет, кондей еще не восстановлен, но сам кондей стоит. А почему двигатель такой серебряный? Они покрасили. Сами, а почему не зеленый? Захотели такой цвет. Ну, как бы тоже. А это какой двигатель, D13? Да, это D13А. Наклейки все тоже новые сделали. Полностью все. Все новое. Все наклейки. Все лейблы, все новое. Под капотом вот эти вот все наклейки тоже. Это тоже все новое.
То есть такой прям, ну, это реставрация получается. Напряженная работа. То есть не так это просто сделать. Не знаю, сколько они времени на это потратили, но я думаю, что немало. Это жесть, конечно, потому что провода такие короткие, он на руку это не сыграет. Да, ну понятное дело, что я скрутки такие делаю, что это завтра не отвалится, так скажем, и послезавтра тоже. Многие Зачем? смотрят электрики. Ну, чтобы не отрезали под корень провода. Ну, пусть это... Ну, такая, Карин, это не тот случай. Во-первых, контора, которая этим занималась, она достаточно серьезная. Тут, конечно, интересная история. Ну, имею в виду, вот, ну, тот, кто подключал, да, вещь, то есть здесь скрутка и здесь скрутка. 3 скрутки на расстоянии 15 сантиметров. Ну, то есть, как бы сказать, что это прям пипец как плохо, ну, нельзя сказать, понятное дело, это работает, да. Но с точки зрения надежности, мне кажется, соединение лучше делать поменьше, стараться как можно меньше, чтобы меньше было узлов этих ненадежных. Так, что у нас тут с массой? Ага, масса. Тяжеловато, прям тяжело. Давай не будем больше брать командировки. Хорошо заменить на такой машине закончить. Путешествие. Я просто тоже уже не очень хочу летать. Ну, немножко устал. Чуть-чуть прям совсем. Так оказалось, что бесконечно это делать не получится. Надо что-то делать дальше. Да, это было интересно поначалу, да? Все интересно поначалу прям. Не, ну и сейчас интересно, просто выматывает, да? Понятное дело, что когда я у себя в боксе, я там как бы расслабился и потихоньку делаю. Еще когда телефон не звонит, все не спрашивают что-нибудь. Да, каждые 5 секунд. Да, это тоже очень важно. Короче, уже это время потихоньку выходит. Надо что-то другое делать. Подсоберу, чтобы оно работать могло. Видишь, у тебя там что-то дымится. Происходит соединение провода моим любимым способом – пайкой. Нет ничего надежнее пайки для соединения проводов. Ну, если только сварка ультразвуковая там какая-нибудь. Но это не точно. В таких условиях пайка самая лучшая. Получается надежно и герметично, компактно. И хороший контакт, низкое сопротивление скрутки. И что? Здесь мы соединили. Отлично. Здесь у нас будет поворот. Отвод, точнее, вот такой вот на движок. Не, я ее тоже использую. Ну, массы мало не бывает. это да. Я тоже подключу. Я буду использовать массу с аккумулятора. Здесь я штатный провод вырезал. Ну, они там просто это... Там штатное вообще все. Да, оно сдохло все. И, ну, короче, этот провод, докуда он был целый, дальше я его опять заново сделал, и уже пойдет весь целый провод, потому что тоже он весь был в этих скрутках. Короче, это сделал, это основное питание, оно будет питать преобразователь и блок управления кабиной, поэтому это очень важно, чтобы оно было в идеальном состоянии. А сколько у вас ушло времени, чтобы собрать машину? Это процесс не быстрый. Ну, я понимаю, я имею в виду, что за 1,5 года 3 машины – это хорошо. Реально, ну, кроме, короче, то есть минимальный комплект подключенный, прям, чтобы он просто запускался, да. Обычно просто все делается через этот разъем, там, управление стартером, кондей, контрольная лампа генератора. Не так много проводов, но обычно все туда подключается. Даже это, ну, как бы, Не было. да, не стали они подключать. Видать, какой-то, может быть, у них есть эконом-вариант, типа, ну, типа, более дешевый там. Ну да. Слишком дешево. Смотрю, даже кронштейны, да, заново все делали. Да. Так, сейчас это у нас еще. Что вот здесь вот на входе этот кронштейн металлический, надо будет тогда... Так и надо сдвинуть, просто сдвинулась сама. Это у нас пластмасска, она идет на кронштейн вот так вот. вот так, ну если так, да, нормально. А где вы взяли? Вы просто обшили по новой и все? Изготавливали, подшивки новые, ну, полностью. Каркасы, все новое. Миша, ты аватар. Ты знаешь, который хвостом подключался к животному? Я так что-то чувствую. Здесь много места одно. Да, однако удобнее. Хомуты можно не откручивать. Да, я вот их вытяну. Все, вот один из них сейчас надо только теперь определить, какой, и потом его уложить. Чтобы было понятно, где это происходит все. Такая ответственная работа.
Так. Это будет вообще квест, как туда добраться до реле. Надо на верхний болтик прикрутить вот эту клемму. А как обычно ты это делаешь? Ну, обычно этот... Давай я сделаю. Вторая машина тоже тебя ждет. Ну, я вот тут попробую залезть. Вторая машина тоже красивая. Ёперный Ты театр. лезешь. Что? Тормозить, да, это 2 часа сейчас будем терять. Это одну единственную гаечку прикручивать. Да, ты просто, По ребят, факту. можешь сдачить. Какой этап? Я двигатель еще до сих пор не зацепил. Да, еще коробку подключать. Сейчас я проверю, чтобы блок на связи был. Педали нету, все понял. Все на месте. Как хорошо, никто не звонит, да, Миш? Заметил? Честно, просто я устал отвечать на телефон. Я тогда этим стартером дерну, сейчас проверим, работает или нет. Понимать, надо ли нам туда потом еще лезть. Я щелкну просто это. Ну, как бы, то есть не буду крутить. Ну, прям щелк и все. Ох, Вот так. Да, я в курсе. это после того, что было в Махачкале, Миша? А? Это нормально, да. В Махачкале было вообще весело. Я там это просто жесть. Я не помню, как это получилось, короче. Но я когда, короче, машина была запущена, она расторможенная, запущенная, коробка уже подключена. iShift тоже. Я джойстик в нейтраль переводил, точно помню. Вышел, отошел от машины, что-то там то ли взял, то ли что, короче, вернулся обратно, нажимаю на педаль, она не реагирует, короче. Думаю, что за хуйня, короче. И я давай посильнее нажимать. Она как поехала. Я стоял, вот тут, как бы, сбоку, а я ей там нормально прям продавил, короче. Она и поехала так, что прям этот Ахмед, короче, на колесе там стоял сзади, не стоял между колес задних. Не знаю, как он успел отпрыгнуть, короче. Спереди рассуп он был. Тоже он как-то скочил. Ну, короче, пи***ц. Она метр точно вперед пролетела. Как она, почему поехала? Кто-то скорость включил. Включили Да. Я не знаю, кто, никто не признался. в этом. Интересно, если iShift стоит на передаче, то без воздуха, как мы ее снимем с передачи. Ну, воздуха нету, чтобы воздух накачать на двигатель запускать. Это у нас жгут с машины, это жгут с коробки. Просто есть там машины, которых там, допустим, блоки, там внутри циферки подписаны, то есть, на разъеме. Вот сделан так, чтобы ты, в принципе, если у тебя есть что-то, схема какая-то, ты разберешься, что куда идет. А если здесь все, один цвет, никаких номеров на разъеме, ни внутри, ни снаружи, нигде вообще. То есть надо заранее где-то узнать, как оно там у них шло, и отсчитать это дело по какому-то там алгоритму. Такие меня, конечно, раздражают. На Фредди там номера тоже, как бы, в принципе, поймешь. Вот Рено — это жестяк. Настолько она именно недружелюбная к ремонтнику, вообще к электрику. А помнишь, когда был Caterpillar Где? на яхте? На яхте, да, это ерунда? Там руководствуюсь оригинальными схемами. Только делать, по-другому никак. Короче, там кто-то когда-то что-то воображал, как-то все подключали, как попало. Мне, чтобы вернуть в штатный вид, во-первых, схемы у меня не было именно от лодки, и мне ее пришлось восстановить, короче, в голове, посмотреть, что как идет, как, куда что подключается, и создать эту схему, потому что там трансмиссия в итоге управляла этими движками. Нужно было, чтобы с верхней палубы и с нижней палубы управлялось. И чтобы это еще переключать можно было. Два двигателя, то на одном идти, то на другом, то на двух вместе. И чтобы это все еще управлялось сверху, снизу. И там в этот момент он переключается там по-особенному. Вот это было там сложно организовать. Я с этим там разбирался. В итоге сделал. Все заработало. Почему ты не рассказываешь мне об этом, когда я тебя снимаю? Там? Не знаю. Вот здесь будет ссылочка на это видео. Я думаю, с утра приехать, бахнуть до обеда, эту машину, а потом, все остальное. Отличить их тут тоже легко. На реле, которое зажиганием управляет, черный провод приходит. Здесь, зеленый, просто чтобы отличать. То есть зеленый идет, это управляет этот блок зеленым проводом этим реле, а черный — это сигнал зажигания приходит на блок. Значит, обычно я это все креплю вот так вот, то есть прихватываю на саморезы релюшки и эту штуку на стяжке к воздушному каналу. Я могу либо прихватить, либо вы можете потом сделать какой-то, хитрый кронштейн. Положим пока что. Да. То есть вы можете, так как у вас, я смотрю, возможности есть, и можно сделать какой-то кронштейн, там, такой,
такой какой-то, ну, то есть, допустим, сюда, и, ну, все это разместить как-то это более. Здесь есть запас по проводам, да, то есть можно это все будет двигать, ну, по этому периметру, куда, на стенке, короче. Надо подключиться теперь к машине, диагностикой вольвовской, и посмотреть, что вообще происходит. Сколько мы начали? В час где-то? Ну, 8 часов ушло. Если с утра делать, и когда выспишься, как-то, ну, легче, что ли? Первый пуск. После, я так понял, долгих таймингов. Все, начинаю крутить, все аккуратно. Так, сейчас, секунду. Легко так Че? завелась. Ну, прокачались, наверное, подготовились. Не перепутали? Я думаю, ну тут вряд ли бы перепутали. Обратку с подачи-то уж точно. Запускаю двигатель аккуратно. Калибровка прошла успешно. Так, посмотрим. Брызгала, да, на самом деле? Когда я на педаль нажимала, она начинала брызгать. А, нет. Вода. Не сладенько? Коробка откалибровалась, передача включает. Хочу сейчас на горняк посмотреть, что тут происходит. И тогда уже будет, ну, понятно дальше, что надо еще сделать и доделать. Ну, с джойстика данные не видит. Ну, как не видит? Я не вижу, по крайней мере. Она-то как будто бы что-то видит, потому что ошибок не кажет на джойстик. Контролька гаснет. Не очень понимаю, почему в диагностике ничего не отображается под джойстику. Хочу понять, что происходит, почему он мне ничего вообще не показывает. Он должен показывать в диагностике хоть что-то. То есть, ну, как бы, что-то должно меняться. Датчик засоренности фильтра. Вот этот вот провод, который здесь, это с крышкой. Вот бывает такой зеленый датчик, ну, на Европе. Его... Там он есть. Где? Он стоит. Нет. Желтенький, прозрачный. А, это механический. Это не то. Здесь электронный. Просто он на него ругается. Ну, минус 2 ошибки получается будет, если его поставить в двигателе. Датчик засоренности воздушного фильтра. Он стоит там что-то 2 рубля, по-моему. 2 или 3. Ой, ё-моё, я все это время снимаю. Жесть. Ну, скоро память кончится. Итак, время у нас 22:41. Миша вареный. Алексей нормально выглядит еще. Саша уже спит, наверное, где-то, да? За ужином поехал. А, за ужином точно. Какие молодцы. А это я, помятая. Как в зеркале. Надо попробовать это на ней катнуться. Да, катнуться и повключать его. Если реагировать не будет, то можно попробовать поменять. Ну, по идее, должно заработать на какой-нибудь другой ручке. Может быть, от фашки попробовать поставить. На ходу попробовать. Типа. Ну, короче, да, уперлись в то, что этот переключатель, я не вижу положения. По какой причине, непонятно. Но он ошибок не кажет по нему, по джойстику. Обычно, когда прям проблема явная, он ошибки кажет. Здесь он не показывает ошибки, и, соответственно, мы не можем сказать, что он прям точно не работает. Надо это, короче, катнуться. Если ничего не будет, тогда можно с фашки попробовать сюда его приткнуть. Либо клавишу на 3 щелчка надо поставить, волевскую, и ее подключить. Так-то все отшито, короче, все прошито под эти. Русский язык сделан. Короче, все готово к работе. Время почти 12 часов ночи. Может, мы сегодня даже уедем спать. Да, Миша? Чемодан начинает наполняться. И это не может меня не радовать. Боже, какая же она красивая! Походу работает, что ли? Походу. Ну ладно.
Она все ездит и ездит. И ездит, и ездит. Короче, АБС, научит как-то странно. Мне еще такое не попадалось. Здесь вапковский АБС стоит, отличается, по-моему, на 6 модуляторов, на 4 датчика. Короче, здесь система ТКС, это traction control, когда если колесо буксует, он его блокирует, передает крутящий момент на другие колеса, которые в зацеплении находятся в этот момент с поверхностью. Вот, соответственно, что происходило? То есть он блокирует колесо, которое пробуксовало, при этом не обрубает мотор продолжает раскручивать, пробуксовывает, соответственно, с другой стороны колесо, и блок берет и тормозит, соответственно, то колесо, и машина как бы ехать в этот момент продолжает. То есть она сама себя тормозит, но при этом продолжает ехать. То есть блок АБС должен, по идее, отрубать мотор и сам управлять двигателем в этот момент, когда срабатывает ТКС. Ну и в итоге, соответственно, та коробка, она скорость теряет, набирает, она же переключается между передачами. В этот момент, как-то там в попад ТКС тормозит колеса, и она в этот момент начинает фиксировать ошибку еще и по сцеплению, типа какое-то по сцеплению у нее буксует. Когда вот бендикс стоит АБС, такого не было. Ни разу я такого не видел. Очень странное поведение, короче. В Питере у знакомого машины есть, с бендиксом на iShift. Еще одного у Миши тоже на iShift, тоже 9-го года машина, тоже бендикс. Там тоже полный, с этим, с ТКС. Просто видишь, тут еще как-то странно. Она как будто, не знаю, то ли она не те колеса тормозит, то ли как происходит так, что у тебя она одно схватила, типа, провернулась в этот момент, и она то еще остановила, и все, и момент никуда не уходит, да. А коробка в этот момент начинает переключаться на первую, на вторую, она начинает между передачами кидаться, короче, и все, и типа пробуксовалось сцепление, и в ошибку все бывает. Я пока с плавом-то ехал, но такого не было. Туда выехал, на педальку нажал, она как-то среагировала непонятно. Я думал, это верняк. А потом, когда она уже остановилась, смотрю, передачи пошли вниз. Понял, что это не то. Непонятно. То есть это растет из АБС, но что там происходит, не совсем понятно. Просто, я так полагаю, вы же не датчики, ничего не меняли, да? Все как есть? Меняли. Все меняли? По датчику? Кольца АБСные поврежденные были, мы их тоже заменили. Не, просто там, в принципе, АБС может не работать. Он не работал, вот это все было вырублено. Мы когда сделали диагностику, у нас он АБС не видит. Мы подумали, что у нас проблема в фишках отгнили. Когда начали разбирать, фишки разбираем, они чистенькие. Просто если повреждены кольца, он будет как бы криво видеть с датчиков. Нет, у него вообще АБС был отключен, ни предок не было, ничего. Не, я имею в виду, если, предшествовал, может быть, вот это, они его там отключили вообще. Вообще, хер знает, что, по какой причине отключили. Когда кольца наворачиваются, он просто падает, в ошибки по этим колесам, и все. И ничего не делает. То есть, как бы... Ну ладно, завтра тогда привезу. Попробуем. Второй день в Челябинске. Сегодня задача собрать проводку на красную Вольву. Сейчас в данный момент разбираю косу от нее, подготавливаю провода. Постараемся сегодня до обеда ее сделать. Да, в основном. А вообще интересно, конечно, вот какие у вас тут Уралы стоят. Это питание кабины. Миш, как самочувствие? Так, среднее. Хотя бы так больше времени поспали. Правда, то, что мы в 2 часа ночи вернулись домой вчера. Короче, да. И ели что? Доширак. Да, вот это было зря. Сегодня, наверное, мы поедим нормальный супчик. Я как будто бы с похмелья. Доширак зло. Единственное, что можно попроверить еще, это напрямую плюс бахнуть. Обычный АБС будет там. Сейчас ребята поставят обычный АБС. Главное, чтобы с модуляторами не было конфликта. Это, конечно, потому что там коробка iShift, жесть. Этот рассчитывал максимум на 15 ампер, а тот 15 ампер он реально и держит. Движок на связи. На одно колесо буксует.
Ну, это логично. Ну, сейчас блок стоит без ТКС. Он, соответственно, не будет ее тормозить. Короче, коробка стала работать, в аварию не падает. Но, соответственно, у нас отпал АБС. Ну, с АБС есть только... Ну, я предполагаю так, что могут отключаться модуляторы, ну, сами клапана на ТКС и на обычном АБС. Потому что ТКС, он умеет и блокировать, и, ну, держать тормоз. Может быть, в этом разница. Надо ему чуть-чуть помочь. Все, сдох. Надо ждать, пока зарядится теперь. Не слышно, почему не скатывает, непонятно. Ну, не прокачан, топлива нету. Третья попытка пуска. Начинаю крутить. Горячая. Обжегся? Немножко, да, прилип. Там эта клемма, да, так нагревается. Эфир сразу сюда, ну, поближе подавать, чтобы он сразу схватил. Он вроде начал что-то там покашливать, но не хватало просто оборотов. 4-й дубль. Сейчас пока эфир не подавай, давай этот газ. Да ладно, ладно, ничего страшного. Давай! Уху! Давай, давай! Ну, пожалуйста, давай! Не закачивает собаку. На газу, видишь, ему полегче. Нету такой детонации. 5-й дубль. Что, он еле крутит его? Я думаю, надо подзаряжать его. Просели аккумы уже. Надо потрогать эти, только аккуратно. Клеммы, да, на стартере. Не, он горячий, он поблюдает. Горячий? Да. Ну, значит, нельзя больше пока крутить. Перегрелся стартер. Еще есть вариант, когда он на газу начал, ну, нормально раскручиваться. В этот момент, да, надо эфиром дать. Он потом на эфире примется, и уже на эфире можно его, ну, там, до холостого хода раскрутить. Да, запуск трудный, так делаем. Но он прям вот как будто бы вот-вот уже должен был запуститься. Вот последний раз, когда крутили. Ошибки, ничего не загорелось. Ну, как бы, также все готово к пуску. Он со связи не улетает. Ну, короче, нормально. То есть все пока в штатном режиме идет. Миш, там сейчас зашита программа на 500 лошадей. Ага. Но проблема какая? Он греется, и у меня постоянно лопается коллектор. То есть Надо, чтобы не грелся. Да, хочу уйти, вот, вроде как вашу программу хвалят. Понял. Потерять, ну и буду тяга осталась. Контрольная лампа АБС не работает, колесный датчик правый задний, правый, так, левый задний, передний правый, ну и модулятор правый задний. Что, все-таки трындец стартеру. Че? И что не так? Вот. Не, ну пока вроде только со стартера проблема. Я вообще первый раз его разбираю, мне просто интересно. Да, что там внутри сгорело. Ну, запах есть. Кажется, ему хана. Щетки залипли. Сгорело ли обмотано, но щетки залипли. И... Ну, короче, вот она проблема. Жесть. Это сколько, 2 раза это нужно купить? Короче, он раскалился, расплавился. Я не знаю, такое вообще восстанавливается или нет. Наверное, нет. Ну, вряд ли. Скорее всего, да, это якорь под замену. Ну, а якорь это, наверное, стартер. Ну, в принципе, можно ее вернуть на место. Но не знаю, будет ли это, ну, работать. Да. Начинаю прокручивать стартером. Что такое? Не представляю. Что там? Видно что-нибудь? Просто хлопнул за угол.
Не, я его заглушил. Меня звук этот испугал. Я думал, мало ли, ну да, что-то... Он просто на холостом ходу ж был. И такой звук, я думаю, ну... Глушим. Так, что этот, попробуй запустить. Запуска нет. Давление поднимается, когда кручу. Ну, то есть все нормально. Как будто, знаешь, горняк сработал. Вот такой звук был. Как будто горняк сработал, и его это, типа, душить начал. Но горняк, который под крышкой подклапанный. Ну, по звуку. Такой был этот, ну, характерные хлопки. У горняка что-то шипит. Ну-ка. Я сейчас им вручную управляю. Ничего не меняется. Давайте воздух от горняка, может, отключить. Что-то машина это решила все-таки мозги сделать, да? Не так просто. Слышу, как воздух потихоньку уходит. Ну, короче, как свободного ухода как будто нет, он упирается. То, что у меня сейчас круиз на месте не работал, я думаю, странно. Решил залезть проверить, что там происходит. Начинаю крутить. Ну, давление у него хорошее. Ну, походу, горник, видать, может, пробитый он, ну, клапан. И сразу туда напрямую воздух дает. Это выход из клапана, да? Ты воздух от... Клапан. А? Вход в клапан. Это воздух, вход в клапан, да, сейчас ты отключил? Ну, надо, ну, в идеале как проверить? Туда воздух подключить назад и воздух открутить там. Да, если он, ну, начинает тупо туда идти, значит, пробита мембрана. То есть клапан. Да, с клапаном какая-то проблема есть. И на EPG ошибка загоралась. В памяти она есть. Еще датчик положения двигателя в актив загорался. Ну, сейчас еще раз надо будет запустить, проверить. 2 датчика, этот, коленвал и распредвал. Коленвала получается. Что тогда сейчас? Так. Трубку на место, да, воздушную, а металлическую снять. Ну, это горняком его, получается, задушило. Просто закрыло ему этот выхлоп, и все, он счах. Когда управляет этот клапан, он, ну, на какую-то величину его открывает. Что, шипит? Да. Но это не я. Это он сам, да? Да. Так, она еще как будто сейчас затроила. Не, нормально. Видать, воздух, потому что этот... Сейчас она чуть-чуть затроила, сейчас прогазовала и прошло. Наверное, воздух. Короче, запустили клапан PG неисправен. Пробита мембрана, он постоянно воздух давит. Закрывает заслонку полностью. Ну, естественно, из-за этого у нас тут мотор сейчас практически заглох. Я его сам заглушил в итоге. Сейчас воздух на нее пока заглушит. Ну, остальное проверил. Вроде кнопки, концевики, так-то все работает. С педали тормоза тоже там свободного хода нет. Надо будет отрегулировать. По нашей части все. Ну, все, что сделано, все работает. Давайте. Жесть, тут вонище. Вот так путешествие. Честно сказать, здесь похлеще, чем в Дагестане. Идем в ночи к Сергею. Кажется, нас ждут. Здравствуйте. Вы нас ждете, да? Здравствуйте. Снять блок, подключиться и прошить. Рация так-то недолго делается, но этот с геморроем, короче. Ну, это у вас надо там уже в Питер ехать. Да, там сделаем без проблем. Мы продолжаем веселье в темноте. Да. Уже истерический смех у Александра и у Леши. У нас скрылись новые подробности. Да. Кое-как видно, но у нас, короче, не работает ГУР. ГУР не работает на Volvo на Вот красном. теперь слышно. Подряд все вылазит. Интересная машина. По форсункам, да, проблема. Ну, короче, на форсунки смотреть. Здесь, в принципе, я все проверил. Кнопка работает. Эти кнопки все работают. Круиз на месте работает. На ходу тоже будет работать. Педаль сцепления провисает. Надо ее, это, может быть, приподнять или, может, концевик к ней чуть пододвинуть. Потому что ее так ногой подтягиваешь, круиз начинает работать. Педаль тормоза свободного хода вообще нет. Я его нажимаю, у меня и тормоза не отпускаются. В принципе, все. Ну, остальное там и так понятно. Ну, все, здесь, да, по этой машине полностью все завершили. Здесь больше нам делать нечего. Давай сначала катнемся, да, посмотрим как. Вот это, короче, аварийный режим, как я понял. А это, знает, Power и Eco. Видишь, все. Выключилось или... Здесь упал, видишь, третья. Я педалью ничего не трогаю. Чмо, она... не реагирует? Да. Спустилась до первой.
Проверить ошибки в блоке управления коробкой. По системе сцепления ошибка горит. Сейчас посмотрим, что это. Сцепление на 1,5 миллиметра типа сточилось. Ну, износ типа, вчера же я откалибровал ее, по износ 1,5 миллиметра. Ну да, не может быть такого быть. Очень странно. Калибранем еще разок. Давай попробуем проехаться. Может быть, что-то изменится. Заадекватила маленько. Сейчас хоть понимаешь, что происходит. Я говорю, я от вас заехал сюда, я вообще не понимал, что я думал, что еду. Видишь, плачешь, да? Да не, я был просто в шоке, я не понимал, что она вообще хочет от меня сделать. Что- Она и скорость выше. Что ты такое, да? Да, она и скорость переключает выше, хотя мне не надо выше. И когда надо разогнаться, она наоборот ниже их кидала. И бывало, едешь, вот, допустим, вот как только что было, она бац, потеряла как будто коробку. Сейчас вообще это по-другому стало, Миша. Из-за того, что, короче, спидометр был неправильно, ну, оттарирован, из-за этого Она не понимала, что происходит. не понимала скорость. Ну, короче, не соответствовала скорость действительности. А попробуй этот. Варник. Да-да-да. Что-то изменилась индикация на щитке, когда включен был джойстик. Реагирует, короче, да? Да. Ну, вот сейчас будем до горняка на максимум. И этот. О, есть. Горняк работает. Положение, да? Регулируется, да. Значит, тогда кнопку не будем мастерить. Да, лучше пускай так. Вот этот стук, да, мне тоже он мешает. Нет, что-то болтается. Вроде так не трясло, нет? Да. Как будто колесо сейчас открутится. Колеса затянуты, все точно. Может, кардан, да. Ну, хотя как-то больше для колес похоже. Ну, такая она, как это, как яичко. Может, отстоялось то, что... Может быть, да. Потому что мы же нисколько не ездили. Что... Там ошибка висит на системе сцепления. И с чем она связана, я пока не понимаю. Надо сейчас будет диагностику сделать. А блок АБС мог из-за этого включить? Вряд ли. Можно, конечно, попробовать поставить, ну, родной. Но я думаю, что вряд ли что-то это даст. Датчики АБС сейчас лучше с родным блоком проверять, да? Да. Датчики нам проверить с родным блоком, однозначно. Когда едем там снять, поменять его. Ну, да, давай тогда туда, пока это. Так, что я еще хочу проверить? Смотри, ошибку по системе сцепления все равно загорается. Даже, ну, с тем, что я там откалибровал X1 и перекалибровал заново коробку. Вот сейчас мы поехали, опять ошибка по сцеплению загорается. С чем она связана, пока не понимаю. Надо сейчас этот. Давай пробуем сейчас заглушим, включим зажигание. Купонами он калибровку не дает делать, ну, не даст. Потому что, ну, например, воздух вытекает, он как бы выдвигает, ну, до конца касается и держит. И не должно меняться это положение. Ну, на Если- вакуум проверять выжимной. Ну, типа, если он изменит положение, он в ошибку, все, калибровку не пройдет. Ну, мы это проверяли тоже. Тест на утечку прошел, утечки воздуха нет. Медленный захват, медленное зацепление нормально проходит тест, а быстрый захват, быстрое расцепление заваливает. Расцепление вообще там где-то в космосе. Второй раз тест сделал, такая же должна быть, короче, вот здесь, типа от 60, ну, я не знаю, там, наверное, до 100, оно 730. Там 4 клапана в шим-клапане. 2 за быстрый захват отвечают, 2 за медленный. Но опять же, скорость перемещения может зависеть и от выжимного, например. Если что-то внутри там это закусывает, клинит, например. Ну, только каким образом, я не знаю, но я конструкции не знаю. Именно что там может мешать работе. У нас его проверяли, вот в Эвоцентре сказали, что все. Все четко, да? Да. Ну, короче, Мне вот нам сказали, что надо было. Вот шум-клапан мы сразу взяли новый, он говорит, чтобы голову не ломать. И там остальное, что говорили, я сейчас уже даже не помню. мгм. Там 450 или на 500 тысяч там. И считали они. Соленоиды эти все почистили, которые в плите верхней Мгм. смазали. По ним тоже сказали, вопросов нет. С такой скоростью перемещения, ну, с этим заваленным тестом, оно не будет нормально работать. Это может быть и шим-клапан, может быть и этот ПГУ, может быть и с корзиной какая-то проблема. Ну, короче, система сцепления, как целый узел. С любым из элементов может быть проблема. Ну, по перемещению все нормально. По проверке шима не проходит, короче. Сейчас еще раз проверю после вот этой калибровки, что я менял X1, он был в пределах.
Это коробку надо снимать, ставить опять? Пока трудно сказать. Но надо с теми, кто занимается этими коробками, поконсультироваться. Я сталкивался с проблемой, по шимам на американце. Но там проблема была именно в шим-клапане. Там явно была проблема, то есть его вскрыли там. Смотри, все сгнившее, и, грязи куча. И, явно там проблема была. У нас тоже, который до этого стоял, скрывался. Нам он поэтому сказал, говорит, сразу новый бери. Медленное расцепление, медленный захват проходит тест, а быстрое расцепление, быстрый захват тест заваливает. Хотя, может быть, кардан. Вспомнил этот у дядьки. Они кардан сварили на Фредди у себя в станке, и поехали в Москву. А в Москве машина встала с коробкой автомат, и я туда тоже поехал. Там такая же вибрация была, и, это, соответственно, долго длилось. У него на капоте зеркало, стойка оторвалась от вибрации, то есть разболталась и отлетела. Такое ощущение, какой-то подвесной бьет. Тем вибрация появляется. Такая вибрация, что бьет в подвесной, ты имеешь в виду, настолько, сильная? Да. Ну, может быть, да. Может быть, из-за того, что когда глючил тракшн, он его, тормозил резко, может быть, что-то Повредила резину? Да. Ничему больше. Только кардан. Ну, да. И она так бьет-то сильно. Это как Да. А кардан же был, помнишь, В такт. у Марселя? Так же приспал. Да. Кардан был перепутан. Но там были перепутаны эти, Я не знаю, что там было перепутано. крест-накрест, крестовины. Не, здесь точно нормально. Я представляю. Она хоть поехала, мне можно будет даже вон на раму сесть, посмотреть. Да. Понимание какое-то будет. Вот за это переживал. Говорю, сегодня днем поехал, у меня вообще голова кругом пошла. Думаю, куда, какие скорости, что происходит. Я уж пожалел, думал, надо было тренажку оставить. Я коробку когда покупал. Мы старались взять подороже, чтобы все поживее было, все максимально. Позвонил, заказал. Я же по коробке, и коробку только 4 месяца ждал. Мне сначала ее отправили. Жесть. Потом проводку одну, вторую, третью, пятую. В итоге проводку не ту. Да, отправили. менеджеры у меня менялись. Я уже потом с последними просто матом уже стал разговаривать. Самый последний, это был самый первый менеджер. Ага. Я с ним разговариваю, я говорю, Илья, мне надо то. Что вам надо? Я, знаешь, такой, я дурак такой, думаю, такое ощущение, меня выставляют дураком. Я говорю, слушай, ты, дурак, что ли, или что? Я говорю, зайди в WhatsApp. У тебя, говорю, там есть, а мне ГНС прям подробно отправил видео, коробку, проводку, что надо именно, вот прям разложено так все. Я говорю, посмотри видео, у меня нет никакого видео, я с вами только стал общаться. Я говорю, ты хорошо, подумал, у меня твой номер записан уже, говорю, я знаю даже, как тебя зовут, хотя еще не представился даже. Замолчал, перезванивает. Да, Александр, я понял, что я был неправ. Видео все нашел, что мне нужно было. Я говорю, отправь, мне вот все, что мне нужно, джойстик, отправь, мне оригинальный, хороший. Я говорю, заплачу дороже, мне надо хороший, потому что я хотел, чтобы все это мне перетянули кожей, прям все салона, чтобы все было четко. Все будет. Я думаю, ладно, сейчас, если тебе надо видео, покажу. Пришел джойстик, у меня волосы дыбом встали. Оригинальный? Да, оригинальный. Получилось, знаешь, как я джойстик достаю из коробки. Он резиновый же заводской идет. Он настолько, знаешь, солидольно разбух, как силиконовый какой-то стал. Его даже в руки берешь, стрёмно было. Плюс ко всему я его так поднимаю, Я понял. переворачиваю, у меня кнопка выпала. Как пластилина такое становится, да. Я ему звоню, говорю, слушай, все понимаю, но это как назвать, это джойстик. У нас лучше нету, я говорю, так ты бы сказал, что нету, я бы другой, купил новый. Ну. В итоге еще месяц мы по джойстику с ним ругались. Это Китай, да, зато целый. Единственное, что быстро, правда, блокировка нейтрали вышла из строя. Прикольно. Пару раз я его вверх-вниз опустил на фолде, и все, и запала кнопка нейтрали. Электромагниты тоже можно привязать, какие хочешь, 4-пиновые. То есть, можно такую сборную солянку собрать. Вот там, походу, так и есть. Но надо под номер, под ВИН. Под двигателя. Да. Вообще никогда форсунки так не делаются. Надо номер, ВИН от машины, откуда двигатель снят. И под этот ВИН форсунки собирать. Так, что, пусть какой-нибудь датчик отключит? Левый, задний. Какой-нибудь, и скажет какой. Получается, средняя ось правой. Средняя ось правой, да? Задняя ось правой. Средняя. Нет, у меня задняя ось правой. Все, давай другой туда. Это сейчас зацеплю. Ага. Сейчас заднюю надо снять правую, да? Да. Получается. Датчики перепутаны. Сейчас будет это. Датчики перепутаны, походу. Походу, да. Стороны, наверное, не перепутаны, наверное, перепутаны оси. Средняя ось правая, да.
То есть Сейчас местами отключено. перепутал. Да, задний со средней получается, да? Ёшкин кот. Неужели сейчас все заработает? Получается, только два вот этих, да, было перепутано. Попробуем. Давай все на место и пробуем. Ну, уже было, да, что-то? Ну, вроде поадекватнее, чем вчера. Вроде как, да. Но она вроде адекватно работает. Ну Или да, мне да. кажется? Ну, перестала вот это рывками там как-то рвать ее, да. Прям ось, которая вот она ее глушит. Да, да. Ну, который буксует, те и душит. Да. Ну, все, значит, ёп, терный театр. Сейчас проедемся. Вот так и было собрано. Леха говорит, я их прям отмечал, как они были. А, Может быть, и не поэтому тоже эта ерунда и была отключена. ну, может быть, да, ерундила, что наоборот. Ну, слава богу. Спать колотить. Ого. Нормально вроде. Ну, ты прям подсаживаешь, да, это как бы. Я прям не положил. Ладно, пробую, нормально. Это кардан стопудово, смотрю. Ну, это кардан, да. Да, кардан. По кабине скачет. Заглушила движок. Попробую в ручном режиме. Ну, попробуй, да, в юз ее пустить. Да, работает, конечно. Нормально сейчас срабатывает? Тот, который, да. Вроде нормально, адекватно. Вчера-то я вообще не понимал, что происходит. Она не понимала, какое колесо пробуксовывает, и, соответственно, неправильно управляла. Я же сегодня- Вроде как все это налаживается по большей части. Коробка заадекватила, и ну и тракшн тоже, и все это вместе работает. И в ручном режиме, когда ставишь коробку, она, по-моему, вообще Да. идеально работает. Завершили подключение, сейчас сделали последний тест, проверили все, были нюансы. Значит, с коробкой надо было оттарировать скорость, чтобы там она нормально её видела и нормально начала переключаться. И с тракшн-контролем тоже была проблема. В итоге датчики были перепутаны по одной из сторон перед задом. Ну и тоже, соответственно, все заработало. По дефектам там мелочи всякие остались, так что ребята уже все это дело наладят. Ну а по нашей части, в принципе, все мы завершили, все проверили, все хорошо. Подпишитесь на канал, поставьте лайки обязательно. Мы все видим. Да.